Ночь провели в музее. Вот. Дом старый, какой-то памятник архитектуры. В нем гостиница. Да, кстати, у нас уже день 8 сегодня, 1 октября. К 8 дню внутри машины вот такое вот удручающее зрелище. По-моему, кажется, что собирали по дороге, ну вот, все, что попадалось. Скоро наша Наташечка перестанет помещаться на заднем сиденье. Надо как-то завершать помаленьку путешествие. Мы также в Ростове-Великом мы ходим. Ростовский Кремль. Интересно, эти некоторые башни, эти купола имеют еще деревянную чешую, такое покрытие. Вход оказался платным. 250 рублей. Чтобы, значит, приобщиться к культуре, он повсюду обязательно снимает деньги. С одной стороны, повсюду тут прям культуру продвигают, это наследие национальное, да, но тем не менее, как только ты хочешь туда что-то приобщиться, с тебя сразу же обязательно берут какую-то денежку. Но мы зашли, потому что вот прям именно собирались здесь посмотреть, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Поэтому все-таки 25-250 рублей. Ну, не то, что не пожалели, но, скрипя сердце, отдали. Не любим мы ходить по платным достопримечательностям. Все, будем любоваться красотой. Скамейка, где отдыхали актеры, видимо. Ну, в общем, уже первый облом. Пройтись по стенам, вот этим переходом. Оказалось, отдельные платные билеты. Туда просто так не пускают. Да, еще одна фишка. Вот, вышли к бережку такого, блин, грязного, совершенно нечищенного ставка, затянутого тиной. Никто, видно, ни хера не делает, не смотрит. Пока впечатления самые печальные. Пойдем дальше. Так, тут ведутся ремонтные работы повсюду. На царинке есть вход, написано «Белая палата». Смотрим, бесплатно ли здесь, или тоже требуется дополнительные пятачки кидать в копилку. Так, вот мы поднялись. Опять здесь стройка, стройка, стройка. Ну вот, понятно. То есть это надо платить за билеты с перехода, и потом тебя сюда пустят. Логично. Вот так вот сделано. Так, ну пойдем обратно. Мы так поняли, что тут везде, где что можно, надо везде кидать пятачки в копилку, на каждую дверку, на каждый поворотик, на каждый домик, на переходы между ними. Ну, безобразное дело. С одной стороны, вроде как приобщайтесь к культуре, а с другой стороны, за каждую взгляд на культурные ценности, ну, просадите денег. Очень плохо, очень плохо. Даже на смотровую площадку, и то по отдельным билетам. Вот. Заманчиво, конечно, но не пойдем. Так, итого наша экскурсия, я так понимаю, не затянется совершенно. Мы тут думали походить час с лишним, но думаю, что мы управимся за 15 минут. Так, пойдем сходим в эти государственные хоромы. Я подозреваю, что там опять нужен отдельный билет. Но мы сейчас проверим, все, чтобы потом
не оказалось. Обойдем тут по кругу. Ага, туалет. Не знаю, платный или нет. Проверять не будем. Ну, вход, конечно, красивый. Ничего не скажешь. Лепнина. Смотрим. Сейчас все будет наверху. Вот они, палаты белокаменные. Виды, конечно, красиво сделано. Ничего не скажешь. Очень хотелось бы посмотреть, конечно, внутри. Но... Вот выглядит вот так. Вид из окна. Строительную площадку эту. Смотрим. Что у нас тут? Вышли мы из этой культурно-капиталистической ценности. Мне сразу вспомнился мультфильм там, «Незнайка на Луне». Когда там, за каждое надо движение, за каждый там глоток воды там кидать сантик было в автомат. Здесь ровно то же самое. Состояние запущенное, ведутся ремонтные работы, при этом за каждое движение хотят денег, за каждый вход в каждую эту самую дверку. Я не знаю. Это совершенно неправильный подход. С одной стороны, приобщайтесь к нашей великой российской культуре. Ну, а с другой стороны, вот это вот копеечное жлобство. Не знаю, в этом плане Ростов просто... Наташечка даже отказалась покупать кружку. Говорит, не буду покупать кружку, да? Нет, не буду покупать никаких не будешь, кружек. Ну, правильно. Мне ничего не понравилось. Ни гостиница, ни завтрак. Начиная от гостиницы, заканчивая Кремлем. Начиная от гостиницы, заканчивая Кремлем. Все верно. Отпечаток жлобства какого-то мелкокупеческого чувствуется, на всем городе лежит. Немножко решили обойти вокруг Кремль, посмотреть, что туда как происходит. По улочкам пройтись, посмотреть старые здания. Потом к озеру выйдем. Погода прекрасная, солнышко светит, потеплело. Будем сейчас часок-другой погуляем. Старые здания, это вот смотреть интересно. Ну, ради этого ехал на самом деле. Посмотреть этот фильм, место съемки фильма «Иван Васильевич». Вот, кстати, этот момент не удался. Ну и посмотреть вот такие вот старинные здания, то, что осталось, как раньше строили, как раньше жили, примерно понять. Это, наверное, ценно. Это удалось. Ну и, конечно, это имеются. Поджались. А нет, обратно, вдруг он даст нам покушать. Это мы вышли на берег озера Неру. Вот, собственно, город-то был построен на этом озере. Погода вообще великолепная. Вот такой мосток. Озеро. Островок виднеется. И вот там вдали виднеется еще это женский монастырь. Сейчас мы по дорожке, по улице Подозерка, которая идет вдоль озера, перейдем вот от Кремля вот к тому еще монастырю. Там погуляем.
На этом закончим наше знакомство с Ростовом Великим и Жадным. А вот и переход, где снимался Иван Васильевич. Мы, конечно, по нему очень хотели пройти, да, но не прошли. Посмотрим на него снаружи. Вот так здесь все это и происходило. Ну вот еще хочу это снять, башню с деревянным куполом. Достаточно мало купола везде. Делают металлические крытые, еще деревянные. На заднем плане тоже видно, что купола в основном металлические, серые. Вот одно маленькое на заднем плане, еще купол один маленький деревянный. Ну и вот эта башня большая. С большим этим куполом деревянным, чешуей. Вот как-то так все это выглядит. Великий храм МТС. Пиццерия. Сувениры. Вокруг Кремля насыпан вот такой вот земляной вал. Его очень четко видно со спутниковой фотографии. Ну, конечно же, мы не можем по нему не пройтись. Они длинные. Здесь кусками идет, часть уже видно его скопана, там где дорога проложена, там какие-то постройки современные. Ну вот здесь мы идем, он очень хорошо сохранился, видно, как его строили. Двойная насыпь. Вот, четко просматривается. Здесь трава покошена и прям очень наглядно. Ну а его границы можно посмотреть на гугле, там фотографии со спутника, они прям вот четко его показывают, как он шел, где он проживается сейчас. Вот и озеро. У нас тут уже знающие товарищи предостерегли, что озеро грязное и рыбу с него покупать не стоит. Да мы и не собирались. Смотрится все равно красиво. Так представляется, когда здесь не было еще ничего. Это застроено, зацивилизовано. Когда стоял только этот один Кремль, это было, конечно, очень хорошо. Хорошо в нем жилось, я думаю. Вокруг дикая природа, а вот такой оазис цивилизации. А когда уже такая цивилизация повсюду, причем она запущенная, грязненькая, не так смотрится. Так, вот насыпь не заканчивается в текущий момент. Наверное, она раньше шла до озера. Поехали еще проехаться вдоль озера, там речка, улица Подозерка. Повсюду такие рыбацкие пейзажи. А собственно остановились-то вот, не смогли проехать. Сейчас будем целоваться тут понемножку. О, как хитро сделано. Дощечка для перехода закрыта на замок. Ну, в общем, все как в этом Ростове. Он тут в каждой мелочи себя подтверждает.
Здесь столько церковных строений, монастырей, что это, конечно, приводит к путанице. Мы договорились с Лайком встретиться около монастыря, пешком пошел, а мы на машине от Кремля поехали. Вот, но конечно, мы говорили про разные. Он нас ждет около Авраамьевского, а мы вот приехали к Спасо-Яковлевскому. Сейчас посмотрим, здесь мы прогуляемся и поедем Славика забирать на Авраамьевский монастырь. Тут свои заморочки. Тут надо одевать юбку. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Своими юбками не заходи. Поэтому мы поедем дальше. Ай, блин. Смешно прям все это происходящее на свете. Это уже Переславль-Залесский. Старые, очень красивые церквушки. Сейчас они кладку разберут. Идем по валу, прогулялись немножко. Сейчас на машине объедем по Валовому кольцу. Там дорожка внизу идет. Она практически вокруг всего этого Кремля. Не знаю, правильно тут называется Переяславский Кремль. И как-то еще мы уже просто привыкли, что везде такие вот комплекс этих построек, защищенных там стеной и валом, называется Кремли. Поэтому тоже уже говорим Переяславский Кремль. Этот собор 1152 года. Что подреставрирован наверняка. Ну, пока это самый старинный. Самое старинное из того, что мы встречали. К сожалению, это строение закрыто. Реставрация идет, понимаю.
Выехали на озеро. Смотреть. Вода чистая. Рыбки шастают. Утки совершенно непуганые. Есть такая небольшая церквушка. На дереве не видно. Тихо, спокойно. Вообще Переславль понравился. Спокойный такой тихий городок. Неожиданная встреча на ночной дороге. Видно, на правой обочине олень стоит. Вроде никуда не собирается бежать, стоит себе. Когда машина подъезжает поближе, вдруг внезапно скакивает на дорогу. Видно, как у него разъезжаются ноги на асфальте, но он все-таки поднимается и убегает обратно. Да и я успел притормозить. С этими копытными всегда одна и та же беда. Они выскакивают на дорогу, копыта у них на скользком асфальте, на мокром разъезжаются, и они совершенно ведут себя непредсказуемо, пугаются, впадают в панику. Надо быть очень внимательными, очень легко влететь. Олень-то еще ладно, а если будет здоровенный лось килограмм на 400, то от машины ничего не останется. Ну так и планировали. 6 октября, по-моему, это 13-й день. Достаточно долго не снимали. Снимать было, в принципе, нечего. И гостили у родственников, у друзей. Ели, пили. Что там снимать? Вчера выехали с Подмосковья. Мухи, блин, отстаньте. Выехали вчера с утра с Подмосковья, ехали весь день. Потом вот ехали всю ночь. Сегодня уже в Краснодарском крае. Да что ж такое, блин, а? Сколько их тут? Это какой-то капец. Выбрал место для съемок. Всю ночь дождь шел, блин, ехать было тяжко, менялись. Один спал там, кто-то ехал, потом снова отдыхали, так менялись, и это самое. Все утро до 10 часов был туман, тоже было ехать. Несколько аварий по пути, тоже тормозили. То одна полоса закрыта, то другая. Ну, едем медленно, избегая плавных дорог, как говорится. Сейчас где-нибудь, наверное, в Кропоткине пообедаем. Потом заедем тут на один пивзавод, возьмем пиво и домой. Надеемся хотя бы к часам, наверное, к 9 приехать уже на место. Симферополь. Да, дополню немножко. Сейчас поедем пообедать, потому что привыкли есть много и вкусно. Чтобы не забыть меню, были из заполнившихся блюд оладушки с солеными рыжиками со сметаной, судак, который пойман в Рыбинском водохранилище, большой, наверное, килограмма на 3, запеченный под майонезом с овощами в духовке. Была
уклейка, печеная на углях, окуня горячего копчения, это вот все с Рыбинска, оладушки с брусничным и клюквенным джемом, ну, сразу готовили, просто брали тут клюкву, бруснику, ее с сахаром в блендере перетирали. Было вкусно и хорошо.